Здорово, работяги! Прошло относительно мало времени с момента выхода нового видео. Пора залить что-то новенькое по сталкероподобным играм. Но сегодня мы прям поиграем в сталкер, но не обычный, а огромный хардкорный мод с крутым фри-то-плеем и сюжетками, которые удалось внедрить немалыми стараниями фанатов серии Сталкер. Мод Anomaly привнес в игру очень много нового опыта, которого нету в ваниле. Ведь если честно, после игры в обычный Зов Припяти по сложности этот мод настоящий хардкорище. Хотя к нему привыкаешь, и другие моды Сталкер становятся просто легким проходником. В общем, чего в этом моде такого особенного, чем он мне так понравился и стоит ли играть в Stalker Anomaly, я расскажу о всех основных геймплейных фишках и сложностях, с которыми столкнутся игроки. Ну шо, начнем? Дорогой зритель, не забудь подписаться на канал и оставить свой лайк, чтобы не пропустить следующее видео по сталкероподобным играм. Сразу оговорка о том, что я в моды играл крайне мало. Последний раз было в 2018 году, когда я играл в Misery тогдашних версий. Мод был очень интересен, но о нем мы поговорим в одном из следующих видео. Так вот, этот мод был заброшен, и спустя пару лет ностальгия бахнула в голову после просмотра серии роликов с прохождением мода от ютубера Шуса, которые были еще в 2013 году. Крутые прохождения, я посмотрел все, очень душевно. Так вот, я не об этом. Я решил тряхнуть стариной и посмотреть, чего новенького появилось за все время. И тут на сайтах начал мелькать мод Anomaly. Кто-то его хвалил и боготворил, а кто-то засирал и говорил, что это копия копии. Посмотрев пару видосов на ютубах ваших, и я просто офигел от того, что мододелы доходят до такого уровня, что игру можно называть реально чем-то самобытным. Мне захотелось поиграть, и я скачал обычную версию, доступную год назад. Поиграл я немного, удалил и забыл. Но у меня появился YouTube канал, и я хочу рассказать вам о моих впечатлениях от мода. Тем более со сборкой, которую я скачал, мод стал просто шикарен. Скачивать ванильную версию Аномалии, так скажем, без дополнений и эффектов, сегодня это слишком просто. Я пошел по пути сборок и скачал один очень интересный вариант, который мне понравился и в котором я набегал немало часов. Моды, выбранные и поставленные в моей сборке, не задевают баланса, все осталось в ванильном варианте. Создание персонажа. Перед началом игры вам предлагают создать персонажа. Начнем с самого начала, значится. Сперва стоит выбрать группировку, за которую будете играть, и аватарку. Учтите, что отношения между группировками разные. Если захотеть, можно и наладить самому отношения с группировкой, например, наемниками. Также нужно настроить мир игры. Сложность экономики определяет, какие будут цены и награды за квесты. Иногда будет дефицит товаров, и ассортимент будет различаться. Это зависит от сложности. Также настраивается возможность воскрешения персонажа и количество жизней. Это для тех, кто не хочет какой-то сложности. Еще можно включить сюжетный режим, что я 100% рекомендую. Стартовый лут. Лично я рекомендую брать чистонебовца. У него нормальный стартовый пистолет и отношения с другими группировками. Также берем с собой патронов на оружие, еды и медикаментов чисто, чтобы остановить кровь и здоровье восстановить. Все, персонаж создан и пора отправляться в новое приключение. Что стоит знать с самого начала? Для вас будет врагом абсолютно все окружение, даже плоти. В моде Anomaly все, что находится вокруг, будет пытаться убить вас рано или поздно. Голод и жажда неумолимо будет вас изнурять, и боевые показатели будут падать. Цены будут огорчать после того, как вы обзаведетесь автоматом, любым, а обслуживание брони будет стоить иногда космических денег. Но давайте к игровым моментам по отдельности. Я появился на первой стартовой локации. Болото — это одна из самых атмосферных локаций в игре. Огромные топи, аномальные зоны и блуждающие по всей локации мутанты придают чувство постоянной настороженности. А рассвет тут просто шикарен. Вот скриншот одного из прохождений. Для начала набирайте самые простые квесты, типа убить стаю собак, найти тайник и так далее. За это вы получите стартовую репутацию и деньги, из которых можно уже отталкиваться. Если во время странствий вам получилось найти хотя бы 40% ствол, берите, не задумываясь. С пистолетом много не пройдешь. Любой ствол, даже длинноствольный дробовик. Броню стоит покупать из магазина, но не спешите, пока не прокачаете репутацию у вашей группировки. При повышении репутации у торгашей становится больший ассортимент.
Вечно ходить реально задолбает, поэтому в игре реализованы проводники и система перемещения по открытым переходам, так скажем. На каждой локации есть случайное событие. Неожиданно может напасть стая собак, со спины прилетит псевдопес, или в 300 метрах в вашу сторону будет идти небольшой отряд бандитов. Первое сюжетное задание вы получите у болотного доктора. Он находится в одном из 3 мест. Или в пещере на краю карты, или в вагончике около вышки из пролога Чистого неба, или на базе ЧН в казармах, там где можно спать. Он посылает вас на первое приключение, и поверьте, сюжетка такая же интересная, как и в других сюжетных модах. Но для сюжеток, которые всплывут позже, нужно быть экипированным и подготовленным. Оружие и броня. Оружия здесь больше, чем в ванильном моде, конечно, но система модификаций и модули работают одинаково. Пушки в сборке имеют хорошую анимацию и очень красивые текстурки. Если вы фанатеете от таковых, можете смело качать. Модулей просто огромное количество в игре. Можно навешивать большое количество модулей и всячески подстроить оружие под собственные потребности. Хотите дробовик для охоты на мутантов? Берите скорострельный дробаш с большим магазином и возможностью автоогня. Нужна снайперка? Начните с Мосинки и сможете закончить Барреттом. Хочется автомат или пулемет, тут их просто полно. Можно модифицировать их как угодно и сделать из автомата с крупным калибром очень точную винтовку для работы на большие дистанции. Броня в игре не даст вам большого преимущества, вы только продлеваете время выживания в определенных ситуациях. Сильно улучшить костюм вы не сможете, значения защиты будут больше, но чувствоваться они будут не сильно. Например, ты не мог находиться в радиационной атмосфере, сильно хапал радиацию. Покупаешь новый шлем или ставишь улучшенные фильтры, и все, уже нормально держишь облучение. С химической термозащитой аналогичная ситуация. Броня разделяется на 4 класса: легкая, средняя, боевая, тяжелая и сверхтяжелая. Легкая броня почти не защищает ни от чего, можно бегать по зоне, но заходить в аномалии не рекомендую. Средняя броня, средняя по всем характеристикам, но учтите, что если вы видите одинаковую броню, но с разными названиями, значит и статы сопротивления там тоже разные. Тех же модификаций Зари 20 штук, наверное. Боевая броня заточена чисто под пострелушки и рассчитана на то, что вы будете отхватывать, но скорость передвижения в ней будет ниже, чем в 2 озвученных выше. Сверхтяжелая броня — это экзоскелеты и бронескелеты всех мастей. Это броня, которая не нуждается в представлении, и любой враг, который вас встретит, просто убежит, ведь бронескелет создан для тяжелой войны и рассчитан на то, что вас нападет 20 бандитов, 3 кровососа, 5 псевдособак одновременно. Улучшение этой брони даст вам и возможность бега, и регенерацию здоровья, и вообще вы станете убервафлей. Броню и оружие нужно всегда поддерживать в нужной кондиции, чтобы ее показатели не упали, так скажем, ниже 50%. Потому что после 50% будет крайне дорогой ремонт, и вы не сможете латать ее вручную. Для этого у техников продаются расходники: клей, латки, наборы для шитья, масла для чистки оружия и наборы для чистки. Если ухаживать за всем, то вы будете всегда в плюсе. После условного прохождения стартовых локаций болото, кордон и свалка рекомендую точить когти к бункеру ученых. Там вы сможете не только обзавестись полезными гаджетами, но и заработать много денег на охоте на монстров и поиске артов. Поверьте, не одними квестами вы будете жить, важно заниматься свободным брожением по локациям в поисках мутантов. Если лень искать мутантов, то идите по лабораториям, там этих зверей куча. Так вот, ученые — это следующая отправная точка перед походом в Чернобыль и Рыжий лес. Это максимально веселые локации, трудные и красивые в то же время. Химия и еда. Как я уже говорил, вы постоянно нуждаетесь в пище и химии. Есть обязательно, чтобы была выносливость и не тряслись руки. С водой аналогичная ситуевина. А вот химия позволяет задать больше сопротивления в нужные моменты игры. Сиги и минералка выводят радиацию в малых количествах. Таблетосы разного цвета и названий увеличивают сопротивляемость, и вы не сдохнете в первые секунды. Цены там вообще разные, они зависят от качества, но брать нужно всего по минимуму, ведь во враждебной среде вы будете находиться не постоянно. Например, есть, так скажем, скоростя, которые помогают вам долго и качественно получить прирост к бегу и переносимому весу. Или еще рекомендую брать 2 жгута, просто есть случаи, когда кровотечение настолько сильное, что остановить его крайне тяжело обычными средствами, а вот жгутом все легко останавливается.
Артефакты в Stalker Аномалии в большинстве случаев убивают без контейнеров для переноски. Если вы собрались на охоту за артами, обязательно берите с собой 2-3 штучки, чтобы продать их или поместить в смик. Это контейнер, который позволяет переносить его на поясе без вреда. Все это много весит, так что рассчитывайте вашу переносимость. Также есть артефакты, которые не имеют эффектов, но которые стоят денег. Это болванки новообразования, которые просто приятно собирать, хоть они и не такие дорогие, как настоящие арты. Сами артефакты есть разного качества, и они имеют очень разные эффекты, а со временем превращаются в болванки при длительной носке в смик. Шкуры и усилители. При удачной охоте можно получить шкуру свежеубитого мутанта и снарядить на персонажа, чтобы повысить защиту от поражающих факторов. Также можно поискать модификации в бункере ученых или у других торговцев. Поставить бронепластины, каркас для переноски большего веса. Модификации тоже полезные, но они не так эффективны. Все вкупе создает синергию и играется просто шикарно. Количество багов минимальное, бывают вылеты, но они настолько редкие, что даже и говорить не стоило. Атмосфера, новые пушки, броня, открытый к исследованию мир и графика заслуживает вашего внимания. Гамая каждый день в этот мод, я настолько погрузился в мир зоны, что просто вылетел из реальности. Мне хотелось играть еще и еще. Многие фишки, которые реализованы в игре, просто шикарны. Я будто поиграл в новую игру от разрабов Stalker. То чувство, когда ты начинал бегать со старым дробовиком, скитался в поисках чем поживиться и бегал по квестам, а потом ты в экзоскелете и крутой винтовкой с глушителем, а за пазухой 5 смик-модулей с крутыми артами. Ты можешь убить любого мутанта, выполнить самый сложный квест и надавать лещей любой группировке. Это просто шикарные эмоции, которые подарил мне мод. Видео я откладывал в долгий ящик, чтобы дополнить свои ощущения, чтобы максимально точно передать вам атмосферу и задеть все элементы мода. Надеюсь, вам понравился этот ролик. Я очень старался для вас, зрители. Обязательно подпишитесь на канал и оставьте свой лайк, чтобы мотивировать меня делать новые ролики. А на этом все, спасибо, что смотрели, пока.